Новое видео! Всем привет, друзья! Обычно на этом канале я рассказываю о том, как стать таким серьезным, суровым дизайнером и работать на агентство и зарабатывать по несколько тысяч долларов в месяц. Я понимаю, что это сложно, и не все готовы посвятить дизайну всю свою жизнь. Поэтому сегодня будет такое легонькое видео про онлайн-работу, для которой не требуется большого опыта. Все профессии я делю на три большие группы. Это работа с текстом, работа с фото и видео и управленческие позиции. Естественно, что в каждом из этих направлений есть свои суперзвезды, которые выполняют заказы для крупных клиентов. Например, Ильяхов. Это самый известный копирайтер, который написал легендарную книгу «Пиши, сокращай». Он работает с Тинькофф банком. В дизайне есть Женя Прок. Это основатель одноименных курсов, и он проектирует сайты для Volkswagen, СДЭКа и РЖД. Кого назвать из известных менеджеров, я даже не знаю. Они обычно не медийные, ну пусть будет Потапченко. Он управлял сетью магазинов «Пятерочка» и тоже есть здесь на ютубе. Так вот, это видео не о том, как стать миллионером и лидером в своей профессии, а о том, как начать зарабатывать прямо сейчас, из дома, в условиях большой конкуренции. Без опыта вас не возьмут в крупную компанию на удаленку, но есть один интересный вариант. В прошлом году блогеры заработали более 11 миллиардов рублей. Это только их официальный доход. Эти блогеры не могут все делать сами. Они собирают команды и создают рабочие места. Наверное, вы уже догадываетесь, к чему я клоню. Вначале несколько причин, почему стоит работать именно на блогеров, а не просто искать заказы на бирже. Во-первых, блогеры – это настоящие эксперты в удаленной работе. Они используют самые современные сервисы для управления проектами, для учета времени и сбора информации. Казалось бы, это мелочь, но это значительно ускоряет и упрощает работу, делает ее приятной. Второе. Блогерам реально все равно, где вы живете, сколько вам лет и платите ли вы налоги. Большинство из них просто переводят деньги через платежную систему, вроде PayPal. Но когда вы начнете много зарабатывать, я все-таки рекомендую вам оформить ИП. Это еще больше увеличит ваш доход. Третья причина работать на блогеров, что рано или поздно вы сами сможете стать этим блогером. Только не таким, который ходит по друзьям и клянчит просмотры, а тем, кто зарабатывает миллионы. А вы слышали про Яна Лопаткова из Саранска? Он больше известен как Ян Топлес. Да, это тот самый блогер с 4 миллионами подписчиков. Свою карьеру он начинал простым монтажером на канале Максима плюс 100-500. Итак, чем начинающий фрилансер может помочь блогерам? Кстати, всегда, когда вы ищете работу и пишете заказчикам, надо отвечать именно на этот вопрос. Чем вы можете помочь? А то многие начинают рассказывать о себе, о своих достижениях. Это неправильно. Сначала чем вы можете помочь, а потом старайтесь подтвердить свои слова работами. Блогерам прежде всего нужен контент, то есть сценарий для видео. Это могут быть экспертные темы. Если у вас есть какое-то образование или работа, даже не самое понятное, вполне возможно, что ваш опыт пригодится блогерам. Максим Кац платит более 100 тысяч рублей в месяц постоянным копирайтерам своего канала. Ну, правда, и темы там посложнее. Например, разбор экономического кризиса 2008 года. Если вы пока не готовы писать на серьезные темы, есть вариант с рерайтом. Это когда вы собираете информацию по разным источникам и соединяете в один текст, по ходу немного меняя стилистику. Таких заказов очень много на биржах, но чтобы зарабатывать нормально, вам не надо откликаться на эти дешевые задания, а надо искать конкретных блогеров и самим проактивно предлагать услуги. Для того, чтобы заниматься рерайтом, не нужны какие-то особые литературные таланты. Обычно крупные блогеры нанимают нескольких рерайтеров, а над ними ставят редактора, который уже финально правит текст. Рерайтер добывает руду, а редактор плавит контент. Если вы пока не готовы писать статьи, есть другой вариант. Придумывать истории. Это уже профессия сценариста. Звучит сложно, поэтому давайте на практике. Вот, например, видео Влада А4. Якобы у него отобрали канал, выгнали из дома, и он снимает квартиру и работает курьером. Ну и в конце все, конечно, хорошо закончилось. Этот простой сюжет смотрят миллионы, а блогеры набирают сценаристов. Дальше работа тьютором. Тьютор – это такой человек на курсах, который проверяет домашние задания. А у большинства блогеров, конечно, есть свои курсы. Привет, Романченко! Мой продукт будет про саморазвитие, и назвал я его «Осознанный старт». Тут даже не нужно хорошо разбираться в теме, которую преподают на курсах. Главное действовать четко по инструкции, которую пишет блогер. Оплата совсем начинающего специалиста около $7 в час.
При 4 часах работы в день в месяц вы получаете $850. Если вам совсем не нравится заниматься текстом, можно заниматься графической частью. Например, для Инстаграма это, конечно, обработка фоток. Но тут есть тонкость. Работать с фотографиями надо пакетно. В чем-то вроде Lightroom. Пакетно — это когда вы коррекцию с одной фотографии можете легко скопировать на другие. Открывать и обрабатывать каждую фотографию в фотошопе будет нерентабельно. Раньше был такой фотограф Разумовский. Он сверхдетально обрабатывал каждую фотографию и брал за это $1000. Конечно, все мы, дизайнеры, у него учились. Но теперь, когда фотографии потребляют с маленьких экранов смартфонов, такая обработка никому не нужна. Lightroom — наше все. Но более выгодным, мне кажется, создание превьюшек для видео. Хорошую обработку фотографий сложно отличить от плохой. Здесь многое зависит от вкуса заказчика. К тому же фотографии известного человека будут смотреть с любой обработкой. А превью — это уже не просто картинка. От нее напрямую зависит доход блогера. И чем больше людей кликнуло по ней, тем больше доход. А соответственно и платят за нее больше. Но надо в них разбираться. Основное правило превью — это крупное лицо с эмоцией, продающий красный и больше грязи, больше связи. Для создания хороших превью надо тренировать насмотренность. И третий пункт в этом разделе — это монтаж видео. Это самая трудоемкая задача для блогеров, которые не стараются делегировать в первую очередь. Я не говорю о творческом, художественном монтаже, как в фильмах, когда с помощью монтажа создают историю. В большинстве случаев это просто нарезка. Удалить паузы, добавить плашки с текстом и музыку, ну и, возможно, немного подкрасить. Сейчас очень популярна тема, когда один и тот же контент с небольшими изменениями загружается в разные соцсети. Из большого ютубного видео вырезаются яркие моменты для ТикТока, а в Инстаграм добавляются интригующие моменты. Эти небольшие изменения тоже монтаж, тоже время специалистов, поэтому работы хватит на всех. Ну и третье направление, которое я могу условно назвать менеджерское. Это что-то среднее между менеджером и личным помощником. На практике такой менеджер может заниматься всем, от подбора персонала до управления проектами и социальными сетями. Я работал с таким менеджером, и у нее не было никакого специального образования. Она просто прошла этот путь с самого начала. Она отвечала на домашние задания учеников, рерайтила тексты, а с ростом популярности блогера и увеличения количества человек в команде стала этой командой управлять, как самый опытный сотрудник. Менеджер – ключевое звено в команде. Именно он ставит задачи и контролирует потраченное на них время. Но на этом круг его обязанностей не заканчивается. Сейчас появилось даже отдельное направление – менеджер YouTube-канала. Это человек, который следит за графиком публикаций, пишет описание к роликам, добавляет ключевые слова и заказывает у дизайнеров превьюшки. Оплачивается эта работа по часам. Ну, например, управление одним каналом блогера на YouTube – это 40 часов в месяц, то есть одна рабочая неделя, за которую платят $700. Естественно, больше каналов, больше блогеров, больше доход. Это были простые идеи для работы из дома. Если же вы хотите стать дизайнером, узнать больше про фриланс и посмотреть мои отзывы на курсы, welcome в описании, там будут плейлисты. Спасибо, что досмотрели это видео до конца, подписывайтесь, и мы с вами увидимся совсем скоро в новом видео. Всем пока!